Все, я готова. Качаться будет телефон периодически. Вот. Идеальности не будет. Я специально села, нашла красивое место. Напротив меня не менее красиво. Потом вам тоже сниму это. Напротив меня кафе, где полно людей, которые смотрят, как я уже, наверное, полчаса пытаюсь наставить этот бедный штатив, чтобы он не упал, потому что здесь такие ветряные потоки. Вот. Но ничего, я вот... Все будет нормально, все будет хорошо. Штатив будет шататься, а мы с вами поговорим. Я посмотрела, что год назад я на этом же месте записывала видео о том, как я переехала сюда, в Италию, и как-то не продолжила я все это дело. Вот. Прошел год, и я поменялась. Ветер не поменялся, потому что на том видео тоже был ветер. Вот. В Италии зима не поменялась. Мое желание снимать именно ветреную погоду тоже не поменялось. Но я хотела просто записать видео. Даже не знала, о чем я хочу говорить. Но когда я пришла просто прогуляться, посмотреть на море, на красоту эту. Сегодня воскресенье, 1 февраля, первый день последнего месяца зимы. Вот. Ой, красота, не только. А я хотела сегодня поговорить с вами о теме взросления, наверное, какого-то понимания этой жизни, не жизни, и о том, что мы ее никогда не поймем. Вот. Сегодня с мамой разговаривала, на меня напала какая-то грустинка, и мама сказала, что мы все равно одни, всегда, типа, приходим в этот мир одни, уходим одни. И сначала я как-то, знаете, такая думаю, ну, это негативная установка, это не так. Но потом, если посмотреть и подумать над ним, ты понимаешь, что так классно иногда. Да. Сейчас вы наблюдали падение, и сейчас штатив опять упал, и люди видели мой крах, мое падение. Я думаю, штатив будет не один раз летать. И надо другое место искать, где не так много ветра. Надо искать, потому что я прям возле моря села, и здесь, наверное, очень сильный ветер. Надо что-то найти поспокойнее. Сейчас пойду искать. Да. Я так и не смогла найти место тихое у моря, поэтому пошла домой. Здесь хотя бы тихо. И тут без микрофона просто, наверное, закончу свою мысль, потому что видео начало получилось красивое, но ветер нам помешал. И да, как я и говорила, мама сказала мне эту фразу, а у меня это сначала вызвало, наверное, какие-то негативные чувства в плане того, что как это так, потому что сначала ты думаешь, ну это, что ты всегда будешь одинок. Ты всегда будешь одинок, и как вы знаете, да, как я сказала, как будто это негативное какое-то убеждение, что один всегда, везде и всюду, и типа никогда ты не сможешь там, как кого-то встретить. Но это совершенно не об этом. Эта фраза совершенно не об этом. А если ее раскрутить и посмотреть с другой стороны, то это про то, что мы не сможем другими людьми заполнить... Машинка заворачивает, а я мешаю заезжать. С другими людьми мы не сможем никогда заполнить какие-то дыры в себе
и не сможем через других людей, можем, наверное, понять, через других людей мы сможем понять, что именно нас беспокоит и что именно мы хотим другими людьми закрыть в себе. Но только мы сами можем помочь себе. И как бы это больно, легко и просто, и в одночасье тяжело не звучало, но только мы сами можем себе помочь, сами себя познать через литературу, через хорошие фильмы, хорошие беседы, хорошие встречи. И тут вытекает момент, что настоящего момента мы должны находиться в настоящем моменте, чтобы замечать эти возможности, этих людей, чтобы встречать этих людей и слышать этих людей, потому что через людей с нами общается Вселенная, Бог, не знаю, как хотите называйте, что хотите называйте, да. И через людей мы проживаем опыты. Мы проживаем опыты, которые нам делают больно. Иногда и очень часто больно. Но через эту боль мы понимаем себя. Мы проживаем, мы растем через боль. И это очень, конечно, грустно, но через боль мы растем. И усваиваем какие-то уроки. Да, я иду по аллее красивой, сейчас вам сниму, пока не прошла ее. Видели эту красивую аллею? Это дорожка к морю, это просто Лос-Анджелес, но это единственная такая красивая дорожка к морю в Пескаре. Вот, такое солнышко у нас, красота. Ой, да, и про это, наверное, и что когда мы не знаем себя, не чувствуем себя, мы будем себя чувствовать всегда одиноко, с кем бы мы ни были, и самым любимым человеком. Вы все равно можете тоже себя... Мимоза цветет. Скоро будет красота. Да, вы можете чувствовать себя одиноко. Вот, и как бы тоже, знаете, не старался человек рядом с вами при всей своей любви к вам, он тоже не сможет вам помочь. Как бы парадоксально это не звучало. Вот, он потратит всю свою любовь на вас, но так и не сможет вам помочь. И вы будете себя чувствовать плохо, потому что вы будете понимать, что вы любите, он вас любит, но вы не сможет он закрыть вас то, что у вас болит. И только вы должны через боль, не знаю, может, это тоже, знаете, как-то так звучит, что постоянная какая-то боль. Можно не через боль, а просто через осознание того, что это вот так, принять это и закрывать, думать, как закрыть эту боль. И да, как-то немножко звучит запутанно, но это так. Наверное, знаете, что еще хотела сказать? Хотела сказать, говорила про то, что момент настоящий, люди рядом настоящие друзья. Вот иногда мы настолько тоже не осознаем это и не благодарим, наверное, и иногда не замечаем людей рядом, тех людей, которые хорошие люди рядом. Именно если мы притягиваем в трудные моменты какие-то, мы притягиваем хороших людей, которые нам тоже помогают, какие-то мысли приносят. И надо уметь услышать их, уметь принять. И, наверное, какую-то свою
гордыню, мне кажется, какое-то я вот это, которое может затенять восприятие. Надо как-то убирать какие-то мысли, знаете, какие-то слишком высокие, я надеюсь. Кто-нибудь поймет эти мысли, и кому-то они нужны будут. Наверное, чтобы как-то закончить, я хотела бы, наверное, сказать, что мы никогда не будем одни, как бы парадоксально это ни звучало, и всегда будем одни, да. Мы никогда не будем одни и всегда будем одни. И это такое весы, на которых мы должны уметь балансировать, потому что нам должно быть хорошо самими, да. В одиночестве мы должны себя хорошо чувствовать. И только от этого, когда мы сами с собой будем себя хорошо чувствовать, понимать себя, слышать себя, только тогда с другими нам будет прекрасно и хорошо. Только тогда мы сможем любить, принимать что-то, понимать, отпускать, когда нам будет хорошо самими собою. Да, и только тогда мы сможем строить здоровые отношения, здоровую дружбу, любовь. Вообще все отношения, которые есть у нас в жизни, могут быть здоровыми только когда мы будем здоровы в головушке одни. Да, это и так понятно, хотите сказать вы. Но, наверное, не всегда это мы осознаем. Мы типа знаем это, все прекрасно знаем это. Но чтобы так посидеть и понять и принять это, я думаю, не каждый на это смел. Не у каждого хватит смелости об этом подумать, это понять, принять. Вот так. Наверное, на сегодня хватит. Спасибо, что посмотрели это видео, послушали мои рассуждения, мои мысли. Если хотите поговорить, обсудить, жду вас в комментариях. Буду рада с вами пообщаться. И также, может, пишите, чтобы вам было интересно послушать. Вот, всех обняла. Всем хорошего утра, вечера, дня. Не знаю, когда вы это смотрите. Все, всех обняла и поцеловала.